В Одессе сейчас невероятная жара. И говорят, что в Аркадии просто миллионы людей. Поэтому мы решили приехать и проверить, так ли это на самом деле. Всех приветствую, очень-очень. С 1 июля Украина стала одной из самых жарких стран Европы. В южных областях передают температуру воздуха 36 градусов тепла. И одесситам сложно такое переживать, поэтому все поехали на пляжи, на море и, конечно, в Аркадию. Поэтому сегодня посмотрим, как же отдыхают горожане. Сейчас 5 часов вечера, а солнце просто выжигает кожу. Видно, что многие люди только возвращаются с пляжа, а кто-то только идет. Аркадия — это достаточно шумное место, а у меня из-за жары почему-то перестает работать микрофон. Вот не знаю, в чем причина, но факт остается фактом. Вот витрина для девушек, и здесь всегда очень красивые наряды. Невозможно пройти мимо. Аркадия летом — это больше туристическое место, и здесь одесситов, скорее всего, меньше, чем гостей города, даже сейчас. И это можно отчетливо увидеть, если пройтись по парковке, потому что на парковке большее количество автомобилей с регистрационными номерами других городов. Посмотрим, большое ли количество в аквапарке людей. Вы знаете, даже есть люди. Вау, класс! Возможно, у людей, которые смотрят видео с Одессы, как сейчас здесь живет, складывается впечатление, что здесь нету войны, все только веселятся, танцуют и отдыхают. В этот момент люди наслаждаются каждым моментом своей жизни. И люди адаптировались. Каждый хочет жить сегодня, потому что никто не знает, что с ним будет завтра. Поэтому все гуляют, отдыхают, танцуют и плавают в море. Как будто очень страшно. Людей, правда, много. И это классно. Приехала и сразу поднялось настроение, что все-таки хоть какой-то сезон в Одессе есть. Первый год войны такого двойного. Просто в этом году уже все кардинально поменялось. По улице, по аллее стоят генераторы. В Ибице людей всегда больше ночью, чем днем. Ну и сейчас мы обойдем со стороны этот пляж и посмотрим, сколько сейчас на нем пляжится отдыхающих. Сейчас к самому морю. Посмотрим, что там происходит. Видно, что людей очень много. Все уже в основном возвращаются с пляжа. На заднем фоне хорошо видно, как одесситы и гости города спасаются от такой невыносимой жары в Украине. Все просто приехали на пляж и все купаются в море. Сейчас пойдем ближе, посмотрим. Сейчас пойдем с вами на пирс. Смотрите, как все плавают. А вот, смотрите, это пляжный клуб Ибица. Огромное количество людей на пляжах города. Шезлонги пустые, а вот все люди лежат на песочке. Я вам сейчас покажу
показываю, какое большое количество отдыхающих на пляжах города. Но на самом деле, если вспомнить, какой в Одессе разгар туристического сезона и какое количество людей приезжает в Одессу, то это просто сейчас ничего. Потому что в конце июля, в августе в Одессе так много людей, которые приезжают на море, что просто прийти на пляж в такое время, в 6 часов вечера, просто невозможно на пляже найти квадратный метр чистого песочка, потому что все занято. И люди буквально ходят тебе по голове. Сейчас все же еще место найти можно. Хотела пойти в конец пирса, показать вам издалека, как выглядит пляж в Одессе, но в связи с тем, что в Одессе произошла трагическая ситуация, когда был сильный шторм, девочка 20 лет фотографировалась на пирсе и ее смыло волной. После этого все пирсы города закрыли вот такой сеткой и никого туда не пропускают. Что на этом пляжике происходит, посмотрели. Вон, кстати, Итака, для тех, кто знает, это тоже один из ночных клубов и пляжей в городе. Так, здесь все посмотрели, идем в другое место. Вот это то, что я вижу, мне очень не нравится, потому что это получается какое-то свинство. Люди, убирайте за собой. В городе большое количество мусорок, и есть куда это все выбросить. Они устраивают вот такое свинство на пляжах города. Видите эту толпу людей? Это просто люди, которые хотят переодеться, потому что здесь одна раздевалка на пляже. И это очень плохо. Нужно поставить еще несколько. Несмотря на то, что по-летнему классно, весело и хорошо здесь на пляже, не нужно забывать, что в нашем городе продолжается война, и в нашей стране продолжается война. И на каждом из одесских пляжей установлены такие таблички, на которых изображены различные виды мин. Вот информационный стенд и мины, которые могут плавать в нашем море. И людям нужно быть осторожными. Огромное количество людей. И везде очень вкусно пахнет. Шаурмой, шашлыком, хот-догами. Такие летние ароматы. Иду сейчас по Аркадии и понимаю, что больше в городе нигде так не кипит жизнь, как в этом очень курортном месте. Людей просто сотни. Где сотни? Просто тысячи. Везде играет музыка, все в купальниках, все кушают, все отдыхают, пляжется. Классно. И теперь, кто смотрит наши видео, наверное, серьезно задумывается, не поехать ли сейчас ему в Одессу. Просто на улице играет диджей. Мы идем в другую часть Аркадии. Посмотрим, как там отдыхают люди. Ну, так прикольно здесь распыливается влага. Идешь, капельки попадают, и сразу так приятно становится. Классно. Надеюсь, это будет видно на камеру. Так сразу прохладно становится. Да. Ненавижу, когда на тротуарах, в пеших зонах ездят велосипедисты и не соблюдают скорость, потому что выбегают маленькие дети, и можно случайно сбить. Ну и взрослых можно сбить. Так, идем на пляжик. Отсюда видно, что людей много. Смотрите, здесь были люди из Каховки и оставили надолго свой след в бетоне. О, и здесь был Харьков. И на этом пляже
людей. И в море, если посмотреть, то людей огромное количество купается. Сейчас зашло солнце, и можно снять наконец-то солнечные очки. И повеяло такой летней прохладой приятной, ветерком таким с невероятно приятным ароматом моря, ароматом водорослей, ароматом рыбки. И ты понимаешь, что ты дома. Когда ты живешь в другой стране, в другом городе, в котором нету моря, ты по нему безумно скучаешь. Это поймут только люди, которые сейчас далеко от Одессы. Мы это пережили. И когда вернулись домой, если сейчас приходим на пляж, вдыхаем этот воздух, то мы действительно понимаем, что мы дома. И мы очень счастливы. Я думаю, что так пахнет водорослями. Посмотрите, сколько сейчас водорослей в воде на берегу. Вода просто зеленого цвета. Я их очень не люблю, и всегда, когда они есть в море, я даже к нему не подхожу, потому что мне неприятно само ощущение на коже. Но люди купаются, людям все подходит. Смотрите, какие они зеленые. Вот таких водорослей просто огромное количество сейчас в воде. Мужчина увидел медузу и очень испугался. У нас в море есть огромные медузы, которые сильно жалятся. Что-то, я вижу, ему не понравилось. Я не знаю, это только на этом пляже, а может и на всех. Вы это видите или нет, но девушка просто невероятно обгорела, и думаю, сегодня ее ждет просто невероятно тяжелая ночь. Поскольку я приехала сегодня в Аркадию без купальника, то мне остается просто сесть и понаслаждаться невероятно приятным ароматом лета, криками чаек, криками купающихся детей, понаслаждаться видами. Уже садится солнце и скоро будет закат, и надеюсь, вы это сделаете вместе со мной. Спасибо вам большое за ту энергетику хорошую, которую вы нам дарите в ваших комментариях. Мы надеемся, что скоро все будет хорошо в нашем городе, в нашей стране, и вы сможете спокойно посетить такой невероятно прекрасный город, как Одесса. Уже в реальной жизни, а не только в виртуальной. Мы уже включили бас, и у меня сразу ассоциация, что до встречи в следующих выпусках. Одесса передает всем большой привет.